Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. У меня сегодня по плану такой съемочный день, и я запланировала два хобби-влога. Один хобби-влог я начала снимать несколько дней назад. И сняла буквально пару таких незначительных моментов, когда я не хотела ничего снимать, у меня не было времени, но я что-то там раскрашивать начинала. Вот. Ну и сегодня села, уже досняла, раскрашивала на камеру. Потом, соответственно, видео смонтировала и поставила на загрузку, как мне показалось. Но, видимо, меня кто-то отвлек, я не знаю, как так получилось. Потом я подумала, что видео загрузилось, потому что никаких значков не было. И я стерла и все фрагменты, и смонтированное видео, и из корзины стерла. Отсняла следующее видео, стала загружать, и вот тут-то выяснилось, что с первым видео был косяк. Ну, в принципе, не страшно. Там был такой момент, который мне не хотелось вырезать, но, ну, короче, все, что не делается, в целом все к лучшему. Поэтому, ну, раз по плану два видео, значит, я сегодня снимаю еще одно. Тут у меня моя совушка, такая, кто еще не видел, очень красивая. Вот здесь у меня вода, оставшаяся с предыдущего влога. Она, в общем-то, чистая, как видите, по краям надо там баночку помыть. Ну, ладно. Что-то я покажу, то, что я показывала в предыдущем видео, что-то нет. Ну, я, собственно, показывала то, что в прошлом месяце я в Марии Тролле в час заката начала раскрашивать разворот, но я говорила, что я его не буду весь раскрашивать, и раскрасила только эту страничку, но также еще деревья, листочки и вот эти вот гелевыми ручками лампочки. А цветы, сами цветы, и вот это у меня осталось не раскрашенным на этот месяц. Поэтому буквально пару дней назад я, когда ложилась спать, смотрела какой-то видосик и думаю, дай-ка я пораскрашиваю. Я взяла карандаши 24 цвета Брауберг. Как всегда, мне их очень удобно брать в поездку. Оксан, спасибо огромное за подарок. Очень хорошие карандаши. И я как раз-таки беру их в поездку, беру их как раз туда с собой в кровать, например, потому что удобно. 24 цвета для меня просто идеально, хотя я могу и 12 даже обходиться. Удобная упаковка, ну, короче, классно. Ну и раскрасила цветочки, так что мне здесь еще осталось буквально немножко. В общем-то, это я и показывала. Так, что еще? Дальше я показывала вот здесь, вот уже третью иллюстрацию. Ань, спасибо за подарок. Это мне Аня привезла из Мальты раскраску. Я здесь уже 3 иллюстрации раскрасила, но я в процессе показала, что я окрашу, но так как я уже сегодня успела дораскрашивать, то, конечно, оставлю на конец месяца. Вот, и, собственно, в цветовом квесте «Мир животных» я решила одну маркерами раскрасить, но раз уж я ее сразу на камеру раскрасила, но уже сами понимаете, то и не буду показывать. Но вот оно есть, в конце месяца вы увидите. Но что я решила пораскрашивать в этом видео? Я решила, здесь-то я пробовала маркерами, фломастерами, немножко карандашами, когда у меня фломастер полосил. В общем, 4-ю иллюстрацию я выбрала. Это же раскраска односторонняя. И я решила, что, короче, хочу раскрасить вот такую вот иллюстрацию, тоже такая своего рода цветочная мандала, но так как иллюстрации односторонние, я хочу раскрасить акварелью, и уже не детской акварелью, а, ну, в смысле, которая в кюветках, так как, сами понимаете, она протекает периодически. И здесь ее использовать будет самое то. Так что давайте приступим. А я, кстати, предыдущий влог, когда сняла, я здесь, я раскрашивала в большой фееричной раскраске, которую мне Виолетта подарила. Привет тебе и тоже большое спасибо.
Вот, и у меня тут было, ну, в общем, попачкало все, и у меня тут тряпочка лежала, а мне так было лень за этим спреем своим идти. И я тут в гардеробной раз смотрю, у меня антисептик. Вот, и так, извините. Вот. Антисептик был, он довольно-таки жидкий, но, кстати, хороший. Я им тут все побрызгала, протерла, полила точнее, и протерла. Отлично, кстати говоря. У нас вообще в Москве и в Питере я уже нигде антисептиков не вижу, точнее в магазинах они есть, а в метро их убрали. Вот, ну, я не знаю, кстати, это единственное, что я бы оставила вот с тех времен, потому что, в принципе, я антисептиками никогда не заморачиваюсь, но, знаете, бывают такие моменты в метро, когда ты понимаешь, что как-то руки бы неплохо бы. Ну, вот, например, когда жарко, еще что-то. У меня вообще руки, я вообще особо не потею никогда, и руки у меня всегда сухие. Но бывает, хочется вот протереть, и очень напрасно, что они это дело убрали. Может быть, их стоило количество сократить, но все же оставить. Ладно, открываю свой наборчик. Вот эту палитру, она мне как-то особо не нужна. А может быть, наоборот, стоит вот это поставить сюда. И уже это все рядышком. Так, ну что, приступим. Я просто так, ну, понятно, что это будет зеленое. Вопрос, какого цвета. Так, возьму свою любимую кисточку. Так. Сейчас посмотрим по палитре, что я хочу использовать. Ой, я же вообще перевернула все. Так. Ну, как-нибудь начну. Просто хочется попробовать здесь разные материалы, поскольку раскраска это, в общем-то, позволяет. Можно здесь и было бы карандашами без проблем. Но, не знаю, что-то мне захотелось акварелькой. Ну, явно не фломастерами. Хорошая тут иллюстрация. И я думаю, что если ее вот акварелью или карандашами, то это гораздо будет лучше. Хотя я даже сейчас начала раскрашивать и даже немножко пожалела. Наверное, все же надо было использовать карандаши. Так, что такое? Плохо кисточку смочила. Вот. Все-таки, может быть, было бы лучше использовать карандаши. Ну, уже поздно. Поздняк метаться, как говорится. Начала, значит, начала. Можно, конечно, вот эти элементы сделать акварелью, а потом перейти на карандаши. Ну, ладно. Уже как есть. Что-то я многовато воды схватила. И вот результат. Ну, я в этом месяце, в общем-то, по-моему, к акварели особо и не притрагивалась, а все-таки, вот когда я постоянно акварелью красила, как-то все было значительно проще. А сейчас вот мало раскрашиваю и чувствую, что совсем как в первый раз. То есть я не в смысле хочу сказать, что я раньше прям как-то вау раскрашивала, но вот этих вот косяков было меньше, и мне как-то вот, ну, по крайней мере, самой нравилось, как я раскрашиваю, за редким исключением. А сейчас вот я прям смотрю, ну ладно, ничего. Привыкну.
Соответственно, 2 видео снимаются подряд, поэтому сразу хочу сказать, что я простудилась, потому что промокла тут, попала под сильный дождь, там у нас все громыхало, сверкало, вот. Я еще умудрилась замерзнуть, промокла я просто, извините за подробность, до трусов, поэтому результат. Но, конечно же, я сразу, придя домой, не пошла в душ. Естественно, я не выпила аспиринку, как вообще было бы неплохо, но теперь я расхлебываю результат. И самое это главное, я всегда знаю, чем это заканчивается. Когда я не ленюсь, то я, соответственно, и не болею. В том видео, которое вот стерлось, ну, я рассказывала о том, что сейчас мне очень хочется раскрашивать, да, ну, мне это по-прежнему уже нравится, но я сейчас все время трачу на свой интернет-магазинчик, ну, на тот момент, когда видео выйдет, он уже точно у меня будет, я надеюсь, вот. Просто там уже вчера я загрузила все товары, вот. Там есть просто некоторые моменты. Там сначала были проблемки с фото. Ну, во-первых, нужно было все это связать, да, нужно было все это сфотографировать, снять на видео. Естественно, дальше нужно было все это понять, цены, потому что, ну, короче, загрузить в магазин, все качественно подписать, все много раз проверить, потому что я проанализировала то, как у меня был интернет-магазинчик раньше, что получалось, что не получалось, что действительно нужно пересмотреть, потому что, допустим, мне, если даже раньше советовали, я не всегда прислушивалась к этим советам. Вот. Спустя время я понимаю, что какие-то советы были очень правильными, поэтому, то есть в этот раз у меня все подается в упаковке, там, так далее. Ну, многие такие моменты. Сейчас еще что-то будет пересматриваться. Ну и, короче говоря, магазин уже наполнен. Осталось только все это опубликовать. Но это вот дело нескольких дней, в общем, как пойдет. Но я считаю, опять же, все, что делается, все к лучшему. Иногда бывает, да, так, что нам кажется, ой, как не очень хорошо, а на деле получается все, что нам выбран, знаете, такой путь к нашим целям очень даже неплохой. Так, ну, как-то цифру 3 я не очень люблю, поэтому 4 листочка. Нет, я, знаете, на камеру, наверное, раскрашу все листочки. Я потому что поняла для себя, что даже когда я вот снимаю влог, да, если я что-то не доделала, дальше я подхожу в процессе что-то между своими какими-то делами, да, когда хочется переключиться, все доделываю. Но мне нравится садиться за какие-то новые фрагменты, элементы. Вот. Кстати, вот здесь я не то захватила, ну ладно. Вот. И когда я снимаю влог, я поняла, мне лучше, вот если я какой-то элемент уж начала, то его и докрашивать. Тогда проще будет к работам возвращаться. Хотя с акварелью, честно говоря, лучше бы, как по мне, сейчас взять все докрасить. Но это не получится, потому что мне еще нужно на свою ежедневную прогулку. Я для себя взяла за привычку, когда я перед тем, как там поработать со своим магазином, я всегда выхожу, гуляю. Или если я там что-то делаю в своем магазинчике, да, там
что-то загружаю, что-то делаю и понимаю, что я начинаю закипать, я сейчас четко все бросаю и иду на прогулку. Потому что все надо делать в спокойном состоянии, без нервов. Потому что когда вкладываешь вот эту вот негативную энергетику, оно до добра не доводит. И лучше иной раз прерваться, погулять, и все как-то решается. Вот. Поэтому время, я к чему это рассказываю, время сейчас, я вот выбираю на неделе несколько часов для съемок, снимаю как бы видео, несколько сразу штук загружаю и все, как бы радуюсь жизни, занимаюсь своими другими делами и знаю, что канал тоже не заброшен, что каждый день там выходит видео. Лайф-влоги я сейчас тоже снимаю, только единственное, что у меня раньше часто я показывала процесс готовки, уборки. Это все тоже останется на моем канале, разумеется, да, но просто вот прям вот в данный момент я не могу еще на это потратить время, поэтому я просто уже показываю, что я хочу сделать, и потом уже то, что я уже сделала. Как-то так. Ну, плюс какие-то незначительные покупочки, чисто там продуктовые. И потом также выделяю время на то, чтобы все это смонтировать, выложить, подписать. В принципе, здесь, кстати, акварель неплохо себя ведет. Кто на моем канале впервые, то у меня акварель, вот акварель студии Гамма, вот это. Потом есть старый мастер, как-то так называется, Белые ночи, Виста артисты, то есть разные. Я вот большую часть купила Гамма студия, вот это. Потом Белые ночи и Виста артиста подкупала, и вот потом еще этот тоже Гамма, которая старый мастер, что-то в этом роде. Ну, то есть то, что мне нравится, цвета. Я потому что когда-то еще, когда мало кто в раскрасках все это использовал, я как-то хотела, думаю, куплю Белые ночи, целый набор там большой. Но я вот сейчас по прошествии времени прям очень рада, что этого не сделала. Ни большой, ни маленький, потому что как бы как основа, как база хватит и Гаммы, которая, кстати, очень недорого стоит, но, по крайней мере, для всех этих событий точно стоило недорого. Вот, и как база этого вполне достаточно, тем более акварель хороший, и там очень такие вот цвета бывают, вот этот, например, там охра, вообще замечательные. Вот, а все остальное я просто взяла конкретно то, что мне необходимо, то, чем я действительно пользуюсь. У меня, в общем-то, еще ни одна, по-моему, кюветка так и не закончилась. Расходуется все экономично. Хотя, если бы я, наверное, использовала, может быть, по литру даже, это бы было еще экономичнее, но я не люблю. Я не хочу заниматься обезжириванием. Нет, может быть, меня и это приколет когда-то. Все в жизни меняется. Мне пока и так хорошо. Так, ну что, с листочками я, в общем-то, закончила. Вот именно с этими вполне так неплохо получается, хотя краска высыхает, становится бледнее, может быть, я бы даже скорее, знаете, вот здесь сейчас вот этот листочек подкорректирую, потому как, ну, хочется мне здесь добавить немножко краски. Вот.
не достает. Хочется, знаете, поярче. Тут вот сейчас, конечно, как бы хуже не сделать, но тем более, что здесь я, получается, первый листочек, и я сюда воды хорошо налила. Но вы знаете, вот все-таки бумага качественная, хотя я прекрасно понимаю, что есть иностранные издания и некачественные, и у меня вот эта Златовласка есть, ну, вообще как бы, вот, и средненькая бумага, то есть, в общем-то, все как и у нас. Вот, но вот это прям классно. Акварель вообще, вот она, знаете, не впитывает прям моментально. То есть я не хочу сказать, что это прям, это не акварельная, естественно, бумага. Вот, и я думаю, что прям подправлять работу, как на акварели на бумаге, не получится, но, по крайней мере, можно все вот размывать спокойно, нормально как-то раскрашивать. Так что я считаю, что прям раскраска супер. И мне она как бы сразу, ну, понятно, понравилась, потому что Аня, в общем-то, мои вкусы знает, что я такие штучки люблю. Вот, но все равно я как-то сначала думала, интересно, буду я много в ней раскрашивать или все-таки она по раскрашиваю будет лежать. Но вот сейчас я понимаю, что я уже 4-ю работу здесь крашу. Ну, это бывает, даже раскраску очень хочешь, очень нравится, и то столько в ней не красишь. Так, и вот здесь вот я еще забыла фрагмент. Пусть сразу это будет, наверное, темный тогда. Тем более, что здесь тоже неплохо бы это добавить. Вот. Ну, наверное, у меня так в этом влоге и получится, что я крашу именно здесь. Ну, собственно, ничего страшного. Совершенно не так важно. Ну, влог-болталка получается. Я, например, такие с удовольствием смотрю. Когда так немножечко и на экран поглядываешь, и свои какие-то дела делаешь, или что-то раскрашиваешь, или что-то по дому. Мне очень нравится. Вот. Так что я думаю, здесь я тоже буду что-то акварелькой красить, наверное. Фломастерами мне что-то все меньше и меньше нравится раскрашивать. Нет, ну я уже давно, в принципе, от них как таковых отошла. Но сейчас я понимаю, что прям глобально я от них отошла. Кстати, АСТшная раскраска по номерам, ну там-то совсем она легенькая. Надо ее, что ли, на прогулку брать. Вот. Тут у кого-то увидела, я люблю раскрашивать этих, что ж там было? Фламинго, по-моему. Да-да-да, кто-то показывал. А мне Виолетта дарила. Шикарная раскраска, так попачкала. И, в общем-то, летняя. Поэтому надо тоже ее доставать, красить. Я в том месяце постоянно думала, что вот-вот надо. И все никак. Ну да, смотрите, у меня получается, что я сейчас по 2-му кругу прокрашиваю листочки. Но это требуется. Я вижу, что здесь немножечко нужно поярче. Мне не хочется, чтобы было совсем как-то бледненько. Хочу яркую иллюстрацию. Такую. Ну и чтоб не было конкретно таких прям желтых сильно пятен везде. Вот. Так. Очень мне нравятся вот эти темные цвета, зеленые. Это как раз-таки, по-моему, тоже гамма. Или нет? Что это у меня? Нет, Виста Артиста.
И это, наверное, здесь не сохранилось. Ну и ладно. Так. Зелененького немножко. О, вот здесь я что-то как-то переборщила. Ладно, это сейчас по-любому впитается и нормально. Мне кажется, еще вот здесь надо растянуть цвет. У меня тут еще косяк вышел такой. Когда я фееричные эти раскраски, там феечку красила, я потом сделала за кадром фон, сделала на контур блестки, положила сушиться, а потом подумала, что нужно же занести это все в блокнот, и поставила тут номер странички. И думаю, дай-ка я и в другом месте номер поставлю, ну и закрыла раскраску. Хорошо, что можно было стелить, там только немножко блесток осталось. Ну, то есть, в принципе, как бы и работа не испорчена, и соседняя страница тоже не была испорчена. Ну, потому что блестки там все равно понадобятся, и фон будет аналогичный, как бы, потому как... Ну, разворот, пусть это как бы две отдельные иллюстрации, но все же. Так, ну что, вот так вот получается, в принципе, меня устраивает, но полностью будет видно, когда все это подсохнет. Давайте посмотрим только аккуратно с обратной стороны. Ну, конечно, с обратной стороны все, кстати, протекло. И даже вот здесь маленькая точка. Вот, ну и ладно. Иллюстрация это односторонняя, а здесь точно будет много зелени. Так что вот. Насчет фона не знаю, может быть и придется теперь сделать фон, посмотрим. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мой инстаграм 37 рыжая 38. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Пока-пока.